Рад приветствовать вас на YouTube-канале Дневник специалиста. Меня зовут Икрам, и в этом выпуске мы рассмотрим некоторые важные вопросы касательно прав потребителя по договору на ремонт жилья. Вот о нюансах этой темы мы и поговорим сегодня. Но для начала напоминаю вам о лайках, комментариях и подписке на канал. Итак, переходим к главному. В отношениях между заказчиком и подрядчиком, возникающих в связи с ремонтом жилья, важно учитывать, что на них распространяется гражданское законодательство России, в том числе нормы закона о защите прав потребителей. И будет актуально в этой связи говорить насчет проблематики самих этих прав, а именно правильного их понимания и возможных вариантов защиты. Так, гражданское законодательство закрепляет реализацию прав потребителя посредством отчетливой увязки качества выполняемых подрядных работ с условиями договора. При этом ссылкам на содержание закона о защите прав потребителей отводится ключевая роль при рассмотрении вопросов обеспечения прав потребителей по договору на ремонт жилья. В частности, следует руководствоваться положениями статей данного закона, в которых закреплены нормы касательно защиты прав потребителей при выполнении работ. Они касаются таких категорий, как сроки, в том числе в соответствии с которыми удовлетворяются отдельные требования потребителей, также сроки устранения дефектов и последствий нарушения их, права потребителей в случаях обнаружения недостатков и права потребителей относительно отказа от исполнения договора и другие. Помимо этого, защитный механизм в отношении прав потребителей в рамках рассматриваемого закона касается, например, сметы, выполнения работ с использованием материалов, как исполнителя, так и потребителя, обязанность исполнителя предоставлять потребителю информацию об обстоятельствах, которые способны оказать влияние на качество осуществляемой работы, либо повлечь за собой невозможность ее завершения в срок. Кроме того, важным вопросом касательно прав потребителя по договору на ремонт жилья является выбор надлежащего способа их защиты. И тут следует отметить, что сам выбор связан с двумя вариантами – внесудебный и судебный. Рассмотрим их. В рамках внесудебного порядка акцент делается на том, чтобы договориться с исполнителем ремонтных работ об устранении выявленных недостатков и нарушенных прав. При обнаружении разного рода нарушений условий договора, например, о сроках выполнения ремонтных работ, этапов и качественных параметров работ, необходимо обратить на это внимание исполнителя. Причем такое обращение должно быть организовано в правовом русле. Подразумевается направление в адрес исполнителя претензий, и ее содержание определяется конкретной сложившейся ситуации. При этом в этом документе в обязательном порядке должна присутствовать информация по обстоятельствам дела и ссылки на правовые нормы. Также необходимо указать условия соглашения и, конечно, перечень требований со стороны потребителя. Из этого следует, что для исполнителей ремонтных работ предусматривается возможность в добровольном порядке разрешить проблемную спорную ситуацию и предотвратить наступление негативных последствий из-за нарушенных прав заказчика. Но если внесудебный порядок оказывается нереализуемым, в случае отказа исполнителя вносить коррективы и исправления, в том числе конструктивно реагировать на претензии заказчика касательно нарушенных прав, то вступает в действие судебный порядок в системе защитных правовых механизмов. И эта стадия представлена рядом этапов. На первом этапе заказчиком осуществляется сбор доказательств, то есть формируется доказательная база, которая будет представлена в рамках судопроизводства. При этом задействуются элементы, свойственные внесудебному порядку. Это направление исполнителя досудебной претензии. Включение этого элемента необходимо, в том числе для того, чтобы получить от исполнителя ответ. В случае, если в ответе последовал отказ, это становится документальным обеспечением в судебном разбирательстве, и истец может ссылаться на реакцию исполнителя, опираясь на содержание ответа на претензию. Документационное сопровождение данного этапа представлено гражданско-правовым договором, в соответствии с которым осуществляется ремонт жилья, передаточным актом и актом о несоответствии ремонтных работ заявленным требованиям, если таковой имеется, и другие документы. На следующем этапе за защитой своих прав заказчик может обратиться в судебный орган. При этом важно обратить внимание на ряд нюансов в процессе подачи искового заявления. Тут важно отметить, если не затрагивать расходную часть, то при ремонте жилья предполагается производство работ, в связи с чем во многих случаях для предъявления иска необходимо осуществление экспертизы, классификация которой весьма широка и находится в зависимости от сути дела.
Заключение эксперта необходимо для того, чтобы доказать, что ремонтные работы были выполнены некачественно и с отклонениями от условий договора. В экспертном заключении указывается, какими именно нормативно-правовыми актами руководствовался специалист, а также информация касательно заказчика и самого жилья. Также предусматривается описание недочетов с приложением фотографий и иная информация. Составление иска должно соответствовать закрепленным правилам в законе. К примеру, указываются реквизиты судебного органа, данные истца и ответчика, сведения касательно договора, в том числе перечень выполняемых ремонтных работ. Также предусматривается описание всех недостатков. Ключевым элементом искового заявления являются требования. Например, обязать ответчика устранить недостатки, взыскать стоимость вносимых корректировок, расторгнуть соглашение о выполнении ремонтных работ и другие. Также могут быть зафиксированы и дополнительные требования, связанные, например, с взысканием неустойки, штрафом в связи с отказом в добровольном исполнении. И в конце в иске фигурирует опись прилагаемой документации, а также дата и подпись. В ходе защиты нарушенных прав следует принимать во внимание стадийность самого процесса судопроизводства. Сначала судебным органом назначается предварительное заседание, в ходе которого могут быть, например, заявлены ходатайства, представлены доказательства, приведены доводы. Но если на данной стадии истец и ответчик приходят к компромиссу, следовательно производится заключение мирового соглашения и последующий ход делу не дается. В случае, когда компромисс не достигнут, дело представляется к судебному разбирательству. По итогам разбирательства судья выносит соответствующее решение. Требования истца могут быть удовлетворены полностью либо частично, или же следует отказ в их удовлетворении. Если результаты судебного разбирательства истца не устраивают, он имеет право на подачу последующей жалобы. Таким образом, ориентируясь на положение законодательства, потребители получают надежное юридическое подкрепление на предмет понимания и возможных способов защиты своих прав по договору на ремонт жилья. Но выбор надлежащего способа защиты прав диктуется обстоятельствами, и он во многом обусловлен позицией подрядчика, то есть добровольное разрешение спора на внесудебной основе, либо в судебном порядке. Друзья, решение принимать только вам, но чтобы не ошибиться, обязательно держите в поле зрения правовую сторону вопроса. Не забудьте поставить лайк, если вам было интересно это видео. Также подписывайтесь на наш канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых видео. И, конечно же, оставляйте свои комментарии под этим роликом. На сегодня это все. Все остальное вы можете прочитать в описании и комментариях к данному видеоролику. До новых встреч!